Быть добрым это приятно, верить в то, что мир устроен по принципу добрых людей, тоже приятно. Пусть будут добрые люди, пусть будут хорошие, пусть смотрят за старыми родителями, престарелыми родителями, пусть престарелые родители молятся за своих детей, складывая ручки, раз ничего уже не могут для них сделать. Пусть никто друг друга не использует, пусть все стараются друг для друга. Это ж большое счастье. Мне сегодня дочь, которой 4 года, принесла хлебушек, потом еще и сделала кофе, пошла. Я на это все смотрю и думаю, боже, как ребенок хочет служить, это же его проявление, максимальное проявление добра. То есть, насколько правильно в нем работает четвертый. Держите ваши желания в тайне, это правда. Держите ваши желания, правда, держите ваши желания в тайне. Сегодня у меня был такой разговор с удивительным человеком. Этот человек работает на меня. И этот человек проработал на меня там 6 или 7 лет. И сегодня, когда я с ним разговариваю, он говорит, ну я же для тебя очень много сделал всего. Я этому человеку говорю, послушай, ты бы имел право говорить мне эти слова, я очень много для тебя сделал, только в том случае, если бы ты это делал бесплатно. А так как я тебя нанял на работу, то за то, что ты делал, я рассчитывался и отдавал тебе деньги согласно нашей договоренности. Поэтому, если бы ты это делал для меня бесплатно, то тогда бы ты бы мог мне эти слова говорить. Я это делал, я много сделал для тебя бесплатно. А так как я делал для тебя бесплатно, ты столько же для меня бесплатно не делал. Поэтому человек, который на меня работает и после этого говорит, я много для тебя сделал, я считаю это неправдой. Почему? Потому что много сделать для человека можно, если бы он это делал бесплатно для меня. А так как он получал деньги, то тогда это как бы все решает. То есть я тебе заплатил деньги, ты сделал свою работу. И после этого говоришь мне, ну я сделал для тебя много работы за твои деньги. Ну так молодец, а зачем же ты работал тогда? Правильно? Очень часто люди вот так думают. На сегодняшний день любая продажа — это покупка на самом деле элемента радости. Когда вы покупаете что-либо, скажите, зачем вы это покупаете? И мой ответ такой. Человек уже не покупает себе платьечко, штанишки или что-либо. Человек, как правило, покупает себе радость. Именно поэтому, когда вы будете позиционировать какой-либо товар, делайте это с позиции такой, что человек у вас должен купить радость для себя. То есть вы будете радоваться, живя в этой квартире. Эта машина принесет вам радость. Это столько радости принесет. И так далее. То есть вот таким образом позиционируйте это с позиции того, что вы принесете радость человеку тем, что он у вас купит какой-либо предмет там, или какую-либо услугу. Ну и второе. Многие люди начали позиционировать свой бизнес, начали пробовать продавать что-либо в интернет или пробовать продавать что-либо где-то. И я хочу вам сказать, не спрос сейчас порождает предложение, а радость, которую может привлечь человек в свою жизнь. И второе, это, конечно же, эмоция. Старайтесь сделать так, чтобы человек, который видит ваш товар, входит в ваш магазин, видит ваш сайт, видит ваш призыв, видит прежде всего эмоцию, потому что эмоция порождает предложение. Делайте все эмоционально, делайте все ярко, делайте все необычно. Далее. Конечно же, еще раз хочу сказать, это тайна 9. Как вы думаете, что покупают люди у вас? Они покупают у вас немного радости. Определите, какую радость можете дать тот продукт, который вы продаете. Обычно люди в магазин заходят не за покупкой. Это очень редко бывает. Обычно люди в магазин или люди куда-либо заходят для того, чтобы получить какую-либо эмоцию. Хорошую, плохую, но эмоцию. Лучше хорошую, потому что за хорошей придут еще раз, а к плохой не придут. Дальше. Денежные массы любят эстетов. Почему я это говорю? Я когда-то задумывался вот над чем. Когда-то, смотря фильм, который был о средневековье, я обратил внимание, что люди в большинстве своем в средневековье, они не доедали, жили плохо, была антисанитария, была, в общем-то, плохая жизнь у людей. Но вот один момент меня затронул. Почему же те люди, которые являлись элементом благородных домов, эти люди вели себя по-другому? Зачем им необходимо было себя изменять? Ведь гораздо проще было есть, как остальные люди, руками. Гораздо проще было вести себя, как остальные люди. То есть там драться, кричать и так далее. Но вот видите,
Одна из особенностей королевской семьи заключается в том, что королевская семья свято чтит вот такой элемент благородства, элемент эстетизма, элемент хороших манер. Эти люди, которые добиваются, или которые пришли, или стали царями, эти люди, они максимально во дворцах ведут себя, максимально эстетично. Они стараются хорошо разговаривать, они стараются проявлять положительные эмоции друг другу, они стараются хорошо есть. И я понял со временем, это является одним из элементов или одним из тайн, которые могут сделать человека богатым человеком. Именно поэтому много людей стараются жить эстетично. Именно поэтому покупают дорогие вещи, дорогие картины обихода, антиквариат, стараются при этом кушать красиво за столом, стараются при этом вести светские красивые беседы, стараются при этом. Но бывают же другие, бывают мещане. Бывают мещане, но я могу утверждать вам где-то на большое количество процентов, что рано или поздно такие семьи не смогут добиться бесконечного прихода в свою жизнь материального благополучия, и рано или поздно такие семьи смогут разориться. Именно в тех семьях, в которых нет традиции или нет обычая светского общения, нет традиции красиво разговаривать, хорошо есть и красиво себя вести по отношению друг к другу, эти семьи рано или поздно впадают в эзотерическую систему, которая называется поглощение волн нищеты или по-другому объятие черни. Положить под подушку фотографию Кришны и каждый день у стоп Кришны ставить благовония, то родится мальчик. Правда. И если вынашивать и прикладывать фотографию Кришны к животику, то вырастет и родиться будет очень красивым и знаменитым. Вообще не надо еще и здесь ставить ограничения. Мальчик, девочка, неважно. Богу виднее. Бог хочет, чтобы вы были счастливы. Почему рождаются мальчики и почему девочки? Бог хочет развить что-либо в ком-либо. Если девочки, то для мужчины, чтобы больше любил девочек и лучше относился к жене. Если мальчика, чтобы жена больше любила мальчика и относилась лучше к мужчине. Наверное, так. Я так думаю, опять-таки это чисто мое мнение. Интересно, цифра 1, что она обозначает? Цифра 1 обозначает шанс. Чем больше единиц у человека, тем больше у него шансов. Люди, у которых в цифровом коде много единиц, это люди, у которых может быть много шансов. Также это люди амбициозные и дерзкие, резкие, но им везде дают шанс. То есть человек хочет заниматься творчеством, шанс дают. Он хочет стать политиком, шанс дают. Чем больше единичек, тем больше шансов. Бог создал тот мир, в котором мы сейчас находимся или в котором мы сейчас живем. Тогда вопрос, зачем мы живем? Что хочет от нас Бог? Можем ли мы соединиться с Богом? Каким образом это может произойти? Как, в общем-то, развивалась моя мысль? Она у меня развивалась следующим образом. Первое. Если Бог создал этот мир, то тогда, имея силу разрушить этот мир, почему Он это не сделал? То есть какая его была мотивация? И тут сразу же такой вот ответ. В случае, если существо, которое может создать такой мир, создать мир, в котором все именно таким образом состоит, как состоит, то тогда два варианта. Первый, он мог бы разрушить, если бы ему это не нравилось. Но он это не разрушает, потому что ему это нравится. Ну, с этим мы согласны. То есть, если Богу бы не нравилось, он бы это разрушил. Ну а раз он это не разрушает, значит ему это нравится. Правильно? Тогда скажите, почему существует этот мир? Потому что он нравится Богу. Тогда какая основная задача Бога? Основная задача Бога — получать от того, что Он создал, радость или счастье. То есть зачем Он создал мир, в котором так все устроено? Для того, чтобы получать от этого радость. А если человек, как пишется в древних книгах, создан по образу и подобию Божьему, то тогда он что должен делать и к чему стремиться? Ну а собственно к чему-то человек вообще может стремиться. Он может стремиться к тому, чтобы делать две вещи. Какие вещи? Он может жить счастливо, а может жить несчастливо.
Тогда скажите, для того, чтобы жить счастливо, что он должен делать? Девушка, когда влюблена, то у девушки постоянные есть определенные движения, которые делает. То есть при виде вас она может кусать губу, трогать свои волосы, делать вот такие движения, или там ласкать чашку, или там и так далее. То есть это всегда видно, как делает девушка, если она не влюблена, и если вы ей безразличны. Она постоянно переключает внимание. Вы говорите: ты мне так нравишься. Она говорит: смотри, смотри, птицы полетели. Ты такая хорошая, смотри, смотри, какая собачка. Ну вот таким образом это все и происходит. То есть любимые не могут друг от друга оторваться в тот момент, как нелюбимые пытаются переключить максимально. Рядом с любимой женщиной мужчина становится красивым. Рядом с нелюбимой мужчина становится некрасивым. Поэтому, если любимая женщина будет для вас подбирать одежду, все будут говорить: как тебе эта одежда идет. Если нелюбимая, все будут говорить: что это на тебя идет. Поэтому в случае, если человек страдает, то страдания к нему притягивают страдания. Именно из-за этого и существует слово сострадание. Вот если человек страдает и он начинает рассказывать окружающему миру, то он должен знать, он закручивает вокруг себя воронку страданий и увеличивает страдания тем, что ему сострадают, то есть отдают еще и часть своего страдания. Человек, который страдает и жалуется, заставляет людей, тем забирает фактически у тех людей, которым он жалуется, дополнительные страдания у этих людей. Поэтому тот, кто жалуется, он хороший человек. И в случае, если человек кому-то жалуется, он делает для себя плохо, а для того человека, которому жалуется, хорошо, так как он забирает его страдания. Таким образом существует состояние сострадания. То есть человек, который жалуется, ему отдают свое страдание, и он сострадает в этом всем. И именно поэтому сострадать плохо. Каждый раз, когда человек, допустим, рассчитывается деньгами или отдает деньги и в этот момент страдает, то тогда посмотрите на энергию Бога. Допустим, Бог осознает, видит или чувствует людей. И он смотрит, что каждый раз, когда человек думает о деньгах, прикасается к деньгам, я не знаю, тратит деньги, он все время страдает. Тогда скажите, если я вижу, что что-то в существе, которое я люблю, вызывает бесконечное страдание, то что я должен сделать? Вот смотрите, в случае, если у меня палка, она упирается мне там в щеку, и мне эта палка мешает, но я все время сижу, и она мешает, и некому убрать. И после этого у меня эту палку, вот повернулся и в палку, нагнулся и палка давит, поднял голову вверх, палка царапает. Скажите, и меня увидела моя мама или мой отец, они уберут эту палку для меня? Ну, конечно, уберут. Так и Бог. В случае, если божественная энергия видит, что человек все время страдает от того, что он думает о деньгах, рассчитывается деньгами, кому-нибудь отдает деньги и в этот момент страдает, то тогда он уберет эту палку, то есть уберет у человека данные страдания. Поэтому я очень часто говорю: уважаемые господа, да наконец-то концов уберите у себя слово «я потратил». Используйте коммуникацию, в ходе которой говорите: я приобретаю. Итак, для того, чтобы понять, что такое энергия денег, а ведь очень часто в нашей эзотерике, которая есть в интернете, говорится о том, что есть эзотерика денег, есть энергия денег. Очень часто говорят о том, что давайте привлечем энергию денег. И всегда создается такой вот, появляется сам по себе такой вопрос: а что же такое энергия денег? Как она возникает? Для того, чтобы с чем-то работать, необходимо, наверное, понимать, что же это такое. Потому что если человек понимает, что такое энергия денег, он фактически может этим управлять.